Всем привет, вы на канале Польза.нет, и сейчас мы идем топить Vivo X200, не X200 Pro, на обзор уже был на канале, его топили, X200 Pro Mini, обзор был на канале, его топили, а это просто Vivo X200. Так, признаемся сами себе, что ждем, чтобы он помер, почему? Потому что у меня Vivo X100S с IP69K таким образом окирпичился в воде, и вот Vivo X200 я очень сильно боюсь топить, поэтому буквально 10 секунд, пока пузырьки не пошли наружу, и все. Все, мне больше ничего не надо, главное чуть-чуть небольшое утопление, он выживает. Разумеется, если захотите это дело топить капитально, то необходимо докупать чехол специальный, защита от влаги, а так, да, по минимуму он выживает. Но смарт нереально крутой, вот прям нереально. Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, здесь только подробные обзоры с целью сэкономить вам средства. И в этот раз, мне кажется, у меня не особо получится. Почему? Потому что я для вас буду обозревать сегодня Vivo X200. Притом не версия Pro, не Pro Mini, которые уже были на канале, а обычный X200. И я буду его сравнивать под съемки с Xiaomi 15 Pro. На него я обзор буду делать где-нибудь через месяц, после того, как хорошенечко погоняю. Ради интереса. Почему? Потому что это устройство технически стоит почти в 2 раза дешевле, чем это устройство. Это первое. Второе, что у нас здесь интересного? В первую очередь это IP68. Вот я его только что топил. Все тесты, разумеется, происходят до утопления. Вроде живой, хотя X100S у меня погиб. По камерам. Основной модуль, ультраширик, телевик, все в 4К 60 FPS, так же как и фронталка. По процессору и обещали, и так и есть, яркость в играх практически не сбрасывает. По экрану, он здесь прямой, это безумно удобно, яркость просто космос. Есть ли здесь подводные камни, разумеется, ну наподобие того, что нет Android Auto. Но в версии X100, как я знаю, ее уже добавили. Но пока в 200-й линейке этого дела нет. Если говорить о смартфоне в целом, то мне кажется, его и не обозревают, потому что это вот то же самое, что и флагманы, только дешевле. Да, здесь есть определенные минусы, но это прям штатная Vivo в металлической рамке с последним Dimensity процессором 9420, как и у его старшего брата X200 Pro. Он чуть-чуть легче, камера чуть-чуть меньше выпирает, он чуть-чуть тоньше. И если вы знаете, что такое Vivo, я думаю, вам будет однозначно интересно. Если нет, вдруг знаете, что такое Xiaomi, интересно будет вдвойне, потому что сравним по съемке. Смотрим. Распаковка. Поставляется Vivo X200 в черной коробке с отличным оформлением. На упаковке есть название модели, краткая характеристика и лого Zeiss. В комплекте мы имеем смартфон с наклеенной защитной пленкой, отличный чехол, краткое руководство, кабель с USB-A на Type-C, блок питания на 90 Вт с китайской вилкой и ключ для извлечения слота под 2 сим-карты. Весит смартфон без чехла 204 грамма, а габариты 160 на 75 на 8,4 мм без блока камер. Вместе с ним 12,2 мм. 7 обзоров в неделю выгружаю и ежемесячно разыгрываю по одному смартфону Poco X6 Pro. Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на этот YouTube канал с колоколом, оставить любой осмысленный комментарий больше 5 слов и либо в комментарии, либо в описании своего канала указать свое имя в телеге. Подписаться на телеграм-канал скидок, и вы автоматически в розыгрыше. Все розыгрыши в конце каждого месяца на стриме. Перейдем же к смартфону. Начнем. Поставляется данный смарт в белой, черной, синей и зеленой расцветке. Тыльная часть выполнена из стекла, рамки металлические, блок камер покрыт стеклом Zeiss T. Дизайн, как и у других моделей линейки X200, собран смартфон хорошо. Ко всему, модель имеет стандарт защиты IP68, IP69. В начале ролика вы могли видеть, как смартфон справляется с утоплением. Эргономика смартфона неплохая, смартфон легче, чем Pro-версия, а также он слегка тоньше. Грани у смарта прямые, но он слегка закругленными краями, как с фронта, так и с тыльной части. Далее на корпусе расположена кнопка питания, качель регулировки громкости, разъем USB Type-C OTG версии 2.0, за что минус, могли бы, как и в Pro версии, установить разъем версии 3.2, но нет. Далее есть микрофоны и динамики, звучание, разумеется, стерео, но не полноценное. Ко всему настроек для звука мало, даже кастомного эквалайзера нет, но у Vivo так у всех. Bluetooth чип установлен в версии 5.4 и кодеков на борту достаточно. На экране вы видите список поддерживаемых кодеков. Линейный вибромотор неплохой и настраиваемый, а в настройках под игры можно обнаружить функцию 4D вибрации, но только для оптимизированных игр. В моем случае это PUBG обычный и Genshin Impact. Все остальное в основном китайское, разумеется. ИК-порты наличия, мини-джек отсутствует, что неудивительно. Смарт оснащен AMOLED дисплеем на 6,67 дюйма с разрешением 2800 на 1260 пикселей. Плотность пикселей 453 ppi, частота обновления экрана до 120 Гц. Разумеется, есть автогерцовка. Пиковая яркость заявлена
экранов 4500 нит, по моим же замерам на 100% яркости 1100 люксов. При играх он у нас выдавал сначала 900 люксов в PUBG New State, потом 900 люксов в Genshin Impact через 15 минут, ну через 30 минут сбросил до 660 люксов, но это прям очень круто, то есть он реально яркость держит. Автоматическая регулировка яркости отрабатывает быстро, разумеется, корректно, плюс есть датчик цветовой температуры. Экран спокойно откликается на 10 касаний одновременно, при этом сенсорный отклик в повседневном использовании хороший. Но при сильных нагрузках в играх может залипать. В Genshin чуть-чуть это было на карте. Регулировка шим 2160 Гц, шим выше 15% не поднимается, если измерять радексом. В случае, если измерять прибором ТК на яркости выше 50%, замеры шим неплохие. Полноценный Always On Display в наличии, так как это китайской версии, необходимо настраивать уведомления с включенным AOD. Далее, разблокировать экран можно при помощи оптического сканера отпечатков пальцев, внедренного под экран, функции распознавания лиц и стандартными способами разблокировки. Сканер отпечатков пальцев работает хорошо, но не так корректно и быстро, как в Pro-версии, у которой установлен ультразвуковой сканер. Завести 5 раз один и тот же отпечаток пальца можно, за что минус. Раньше подобного не было. Функция распознавания лиц срабатывает быстро и даже под углом. Летим дальше. Процессор установлен MediaTek Dimensity 9420 с техпроцессом 3 нанометра с 8 ядрами, максимальная частота которого 3,6 ГГц, графический процессор Mali G925 Immortals MP12, оперативная память LPDDR5X доступна на выбор 12 и 16 ГБ, внутренняя память UFS 4.0, операционная система Origin OS 5 версии на базе Android 15 версии, разумеется, будут прилетать обновления. Нет eSIM, разумеется, есть китайские некоторые приложения, которые полноценно не все можно удалить. Google Play встает без проблем, русский язык, разумеется, на борту. По связи имеется поддержка Wi-Fi 7 серии, поддержка Dual 5G, 4G сетей и ниже. Для 4G нет 20-го бенда, но это не критично. Главное, есть 3 и 7, но помним про агрегацию частот, не всегда она лучшая. NFC поддерживается, можно устанавливать MirPay, спокойно оплачивать NFC модулем. GPS двухдиапазонный, и в городских условиях тест показывает точность 1 метр, но работает он не супер быстро, я вам честно скажу. Емкость аккумулятора 5800 мАч, в PC-марке он у меня отказался проходить. А так, автономность просто космос. Чтобы вы понимали порядок ее, вот смотрите, при непрерывной съемке 2 часа 12 минут он съел всего 40% заряда. То есть технически он совершенно спокойно у вас будет снимать часов 5 в 4К 60 FPS. Это первое. Второй момент, немаловажный, в Genshin Impact он поедает всего 22% заряда, притом сбрасывает яркость только до 660 люксов. В каком-нибудь PUBG и PUBG New State он будет есть 14-18%, это прям очень круто. Smart поддерживает быструю зарядку до 90 Вт, но беспроводной зарядки нет, как и беспроводной реверсивной, разумеется. При просмотре роликов на YouTube в среднем уходит 3-4% в час, заряжается в среднем 50 минут, плюс-минус, то есть вполне возможно батарея со временем либо просядет, либо раскачается и будет заряжаться быстрее, но не факт. Перейдем к тестам. Тротлинг тест, как он проходит, вы видите на экране, не все волшебно, но ничего плохого нет. Сколько выбивает в Geekbench, 3D-марке. В 3D-марке я бы сказал, что не все радужно, но с другой стороны, что в играх, что при съемке он показал отличные результаты. И в Antutu он выдает у нас на третий прогон 2 357 000 попугаев. Да, он сбрасывал яркость сразу после первого прогона очень сильно, потом он ее чуть-чуть восстановил, на третий прогон показал тоже нормальные результаты. Так что процессор очень-очень годный. Переходим к камерам. Основной сенсор Sony IMX921 на 50 мегапикселей с апертурой 1.6 с фокусным расстоянием в 23 мм и автофокусировка, оптической стабилизацией. Максимальное разрешение для съемки видео 4К 60 FPS на основной модуль, 4К 60 FPS на, опять же, ультраширик и 4К 60 FPS на фронталку. 8К 30 FPS отсутствует. Сверхширик на 50 мегапикселей с апертурой 2.0, фокусным расстоянием в 15 мм, цифровой стабилизацией и углом обзора в 119 градусов. Телефотосенсор IMX882 на 50 мегапикселей с апертурой 2.6, фокусным расстоянием в 70 мм и оптостабом. И переключение между модулями происходит, особенно с основного модуля на телевик, очень странно, с очень большими искажениями. Может быть, это дело допилят, но попозже. Фронтальный сенсор Samsung KD1 32 мегапикселя с апертурой 2.0, фокусным расстоянием в 20 мм, цифровым стабом. Короткие примеры и сравнения вы сейчас увидите. Ко всему исходники фото вы уже можете посмотреть в моем телеграм-канале по ссылке в описании. 4К 60 FPS, основной модуль. На фронталку перейти ни там нельзя. Ультраширик, лифт, X2. Давайте X5. Vivo против Xiaomi. Да, я понимаю, что специфичные смарты, но интересно же. Так, ну и два основных модуля, ночь, и вот так вы сможете снимать. Заметьте, насколько больше Vivo
информации вытягивает. Конечно, да. Сенсоры решают, как говорится. Ультраширики. Ну а здесь у Vivo тоже лучше, если не считать мерцание. Вот с мерцанием беда. Ну-ка. Нет, все равно он. Мерцание. Кстати, отключена автоматическая подстройка частоты кадров. Может, с ней бы было лучше. И опять же, в итоге может быть картинка лучше. Сейчас вы видите, чем я ее, опять же, вижу на экранах смартфонов. X1, X2, X3, X3, X5, X5. Ну, во-первых, зумы я вообще считаю, что извращение, потому что оптика здесь такая себе. Это все равно все ИИ. А ночью тем более. И это X10. Ну что, 4К 60 FPS, фронталки. И вообще, почему я делаю столько видео в неприятных условиях? Понятно, можно сделать постановочное фото, постановочное видео. Но напоминаю, что в этом-то и смысл, что вы смотрите рекламу, вам кажется, что, опять же, вам расскажут, что все снимает ночью в усиленные, улучшенные алгоритмы на 50%, больше сенсор ловит света на 30%, но без освещения у вас ничего супер топового снимать не будет. 4К 60 FPS, и я вообще вам скажу, что Vivo X200 магическим образом подбирал частоту у света, вот, но сейчас уже сработал. И шумов, хотя шумов много, посмотрите, как много он вытягивает. И напоминаю, что 15 Pro, этот Xiaomi, он стоит просто как крыло самолета, то есть как два Vivo X200. И так, главное, пока у меня музыка идет, 4К 60 FPS еще так подснять, и все. О, отлично, успел. Пока буду переключать X2, X3, X5 и все. И чтобы вы поняли, как это в 4К 30 FPS будет выглядеть тоже. Хотя, опять же, вот вивовские шумы, они не особо радуют. Но зато инфы больше намного. И ультраширик. Да, у Xiaomi вообще мыло. Вот посмотрите на зелень на ультраширике. Очень странные дела. Фронталка 4К 60 FPS. Та же локация. Основа 4К 60 FPS. Давайте 15 секунд. Супер медленно. Рассвета, кстати, еще нет, хотя уже 5:40. И что мне нравится, что Vivo мне сказал, что у него микрофон перекрыт был. И то, что у Vivo нет тормозов при видеосъемке, а у Xiaomi есть. И вот так на ультраширик можно будет снимать. Усиление голоса на Vivo не включено. Вот смотрите, ультраширик до какой степени хуже имеет светочувствительность. Вот так. X2, X3, X5, X5. И что будет видно по лошадям. Да, у Vivo больше шумов. Но Xiaomi как-то подтормаживает. Вот сейчас смотрите, кстати, основа. И на Xiaomi не был включен авторейт. Автоматическая регулировка частоты была включена. Сейчас она отрублена и никаких тормозов нету. Ультраширики. Но что интересно, от автоматической, получается, регулировки частоты у нас была картинка хоть какая-то потребная на Xiaomi, а теперь вообще просто темная. Просто ночь. Так что включать ее или отключать, это еще вопрос дня, знаете. Когда смартфон выигрывает или проигрывает. X2, может быть X10. Вполне возможно от того, что автофреймрейт стоит, пусть даже будут какие-то лаги, хоть что-то будет на него видно. Вот сейчас это просто непонятно что и ради чего. И вот ради интереса 4К 30 FPS. У Xiaomi чуть-чуть поменялась, конечно, картина, но не особо, я вам скажу. Лошадей уже будем снимать X2, X10 в нормальных условиях. X3, X5, X3.
X1 и ультраширик. Так, и основа. Еще раз. День, сравнение. И цвета Xiaomi вообще какие-то, мягко скажем, вообще не те передает. Ну, ультраширик. На ультраширике еще более-менее. А так здесь даже цвета, вот стена цвета, как у Vivo. Ну, почти. То есть Vivo почти правильно передает цвета. Так, это ультраширик. И давайте X1, X2, X5, X5, X10, X15. А, X15, X15, вот. Ну, у Xiaomi почетче. Что неудивительно. Во всяком случае, мы увидели, где плюс у Xiaomi. X5, X3. Допустим, X5, X5. Это все игры, если честно, но не будете вы эти X5 использовать. Объективно. Ну, может быть, будете, но прям редко. X10, X10. Вот X10 может быть. Но не факт. И также фронталка днем, HDR у Xiaomi отключен, иначе бы у вас была прям безумно странная картинка. И вот так будет работать фронталка. Динамический диапазон, сами видите, у кого лучше. В 2 раза дороже. 2 Xiaomi-то. 2. И цвет рубашки правильный на, кстати, посерединке скорее. Ну, ближе, наверное, у Vivo. Чуть-чуть. Так, ну если вы решите снимать еду, вот так будет выглядеть ваша, возможно, шаверма. Пита X3, X15, X10, X5, X3. Ох, как он перепрыгнул-то. Чего так сильно-то? Он уверен, что это 2,9? 2,9 и 3, вот. Ничего ж себе. И основа ультраширик. Кстати, про режим видео. Все можно вручную менять. Ультраширик. Основа. X2. Когда будут, да, все сенсоры одинаковые? По возможностям. Будет круто. Не будет вот этих вот переходов. Плавных, неплавных. И 120 FPS, к сожалению, отсутствует. X15 максимум. Так, ну ультрастаб включается в 2,8К, не в 4К. Сейчас никакого ультрастаба нет, и в принципе этого достаточно даже, чтобы снимать с одной руки по мне. По мне. Опять же, смотря как смотреть. Основной модуль 4К 60 FPS, съемка с одной руки и на ультраширик чуть-чуть позже, штатно, в движении. Опять же, видите, если Vivo сравнивать не с Samsung и не с iPhone, кажется, что, ну, вы еще, наверное, не видели сравнения, что он просто царь. Опять же, все относительно, как говорится. А непонятно, сейчас на ультраширик перешел аккуратно, непонятно в каком моменте времени Xiaomi как-то подзабила на съемку, потому что, ну, понятно, что либо у тебя сенсор маленький, либо ты одно получаешь, либо другое, но, в общем, странное решение. Я не скажу, что Xiaomi лучше снимает, чем Vivo, к сожалению, для Xiaomi, потому что в 2 раза дороже. За что вопрос? Опять же. Так, ну из интересного, смотрите, если сравнивать фотографии, ощущение, что Xiaomi сливает по полной программе. Вот обратите внимание, допустим, основные модули 23 мм, никаких там особых фильтров ни у кого не включено. Xiaomi что делает? Оно выкручивает контраст там, где не надо, с цветами вообще какая-то белиберда. Да, у того же Vivo не все волшебно и по цветам. Если брать даже какие-то объекты из разряда вытягивания из теней, еще чего-то, Xiaomi, мягко скажем, проигрывает. Возможно, 15 Pro как-то где-то кто-то допилит, но я пока не понимаю, где, кроме там супер телевика, они могут что-то предложить. Телевики я сравнивать здесь не буду. Я, еще раз повторяюсь, исходники лучше скину. Вот опять же Xiaomi 15 Pro и Vivo. Ну вот где, вот здесь, да, можно посмотреть вот в этом участке, вроде бы
у Xiaomi чуть-чуть лучше. Но если брать, допустим, участки поближе, смотрим, и что мы видим? Видим, что, в принципе, как бы паритет, но вот есть ощущение, что у Xiaomi вообще какая-то здесь чуть-чуть белена. Но, опять же, это мне так кажется. Здесь деталей не так и много, но хоть какие-то очертания есть у Vivo. Фото в лифте плюс-минус одно и то же. Вот не сказал бы, что здесь кто-то выигрывает на эти основные модули. Допустим, по цветам ни Xiaomi не угадал, здесь не такой красный. Ни Vivo не угадал, здесь тоже не такой красный, хотя Vivo, наверное, все-таки ближе. По цвету рубашки то же самое, Vivo ближе. Если структуру смотреть, также. Если, допустим, брать волосы, Vivo в чем-то, может, справился лучше, может, нет. Но точно это не разница в 2 раза по стоимости, даже не в 30%. То есть тут прям близко к паритету, мне так кажется. Сам сказал, сравнивать не буду, но понял, что как раз этого дела и не хватает. Смотрите, здесь по watermark можно определять спокойно, что у нас где, ну, либо по свойствам файла, повторяюсь, все это дело скидывал. Эквивалент 233 мм, то есть я стоял на 24 этаже и фотографировал благополучным образом на эти 2 смартфона. И вот так у них отработали телевички. И я вам скажу, что один и второй максимально достойны, и сказать, что там полная ушатайка от Xiaomi, я не скажу. Ну, вот здесь, допустим, намного лучший номер байка виден у Xiaomi. У Vivo хуже. Если брать здесь, допустим, участок, у Xiaomi, видите, здесь шумов побольше, но почетче буквы. А у Vivo вот буквы плывут. То есть технически, если будете использовать, как я и говорил, телевики, какие-нибудь супер зумирования, может быть, общая картина будет плюс-минус одинаковая, но если смотреть по деталям, Xiaomi, конечно, выигрывает. Если говорить здесь про эквивалент 47 мм, то вот так вы сможете снимать, и такая будет разница. И здесь, по мне, Xiaomi здесь выиграла объективно. И последнее фото, по сути, стаб не отработал у Xiaomi, эквивалент 120 мм. Из-за этого лучше фотография получилась на Vivo. Вот такие дела. Фронталка. Вот как отрабатывает фронталка в фото. Здесь у нас Xiaomi 15 Pro. Вот он, пересвет, видите? Vivo что-то там попытался сделать. Наверное, по деталям ближе к паритету. Но конкретно в этой фотографии однозначно из-за динамического диапазона или еще из-за какой-то другой магии электронов Xiaomi проигрывает. Если брать это фото ночью, здесь у нас Xiaomi 15 Pro, по мне, тоже проигрывает. Он рисует. Vivo тоже рисует. И все-таки. Но рисует меньше. Хотя шумов тоже достаточно. В общем, здесь не сказал бы, что паритет, потому что посмотрите, как в динамическом диапазоне Vivo справилась. То есть здесь, допустим, недостатков больше. Ну да, здесь фотография фактически испорчена работой со светом у фронталки, видите? То есть здесь однозначно выигрывает Xiaomi по фронталке. Минусы. Мало настроек для динамиков, качество звука могло бы быть и лучше, старая версия USB Type-C разъема и нет 20-го бенда. Все равно это минус. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Этим вы очень сильно поможете проекту. Если интересуетесь техникой, не забудьте подписаться на Польза стримы. Там мы встречаемся довольно часто, прожариваем устройство в онлайне, делимся выводами и делимся опытом. И смотрите, резюмировать я хочу довольно долго, мучительно, как всегда, но структурно. Первое, по поводу съемки. Я не считаю, что 15 Pro ушатал его в 2 раза. Если вообще в каких-то моментах Vivo по мне показал себя лучше. По поводу фотографий, исходники скачивайте в моей личной телеге, что с Xiaomi, что с этого смартфона. По поводу минусов. Android Auto пока нет. По поводу минусов нет беспроводной зарядки, потому что это все-таки не флагман, это все-таки субфлагман. Нет LTPO экрана. Помимо этого, чего здесь еще нет? Разумеется, нет eSIM. Если говорить в целом об устройстве, автономность космос, он у меня, кстати, довольно неплохо упал вот отсюда. У меня есть видео в моей личной телеге, можете скачать его в хорошем качестве, я делал подсъем. Но ничего с ним не произошло. Топить топил, пока ничего с ним не случилось. По поводу программного обеспечения, да, здесь есть определенные моменты, и не только программные, допустим, китайская версия, это нет 20-го бенда. Vivo пока свои китайские модели не блочили, что безумно радует. Если говорить про какие-то объективные недостатки, я их, если честно, не вижу, потому что в играх он вывез. По съемке, да, ну это не те переключения модулей, как у Яблока, допустим. Но в те деньги, которые за него они просят, это интересно. При том, что еще интересно то, что Vivo и iQOO ушли от Realme, Oppo
и OnePlus, по идее, они разъединились, по идее, BBK не существует. И у меня на руках сейчас GT Neo 7 от Realme, и там ПО чуть-чуть другое. То есть видно, как они уже прям сепарируются и в плане настройки камеры и всего остального. Если говорить об этом устройстве, оно супер классное, по мне это супер выгодно. Если вы хотите Vivo с его алгоритмами, цейзом и всем остальным получить в варианте дешево, но новый, вот. Да, нет 20-го бенда, повторяюсь, да, китайская агрегация частот, да, нет eSIM, и да, пока нет Android Auto, возможно, его еще завезут. И да, нет беспроводной зарядки. Но все вот это в сумме не идет ни в какое сравнение с тем, что здесь есть. И защита от влаги топовая, и быстрая зарядка, и аккумулятор, которого хватит почти на 5 часов Геншина, и еще очень много других плюшек. От меня девайсу однозначно да, но помним, что конкурентов у него море. И Xiaomi, и iQOO 13 какой-нибудь. Здесь нет обходной зарядки, как, допустим, в iQOO 13 или в Neo 10 в iQOO-шке. Здесь, допустим, нет LTPO экрана. Все это вы должны держать в голове, потому что, возможно, вам не нужны эти супер телевики, возможно, вам нужна съемка в 4К 120 FPS, которой здесь нет, и, возможно, вам нужна обходная зарядка, допустим, чтобы играть долго и аккумулятор не убивался. Помимо обходной зарядки, хотелось бы, чтобы у каких-то смартфонов, кроме Asus, появились сенсорные триггеры. В девятке они очень бодрые. Можете посмотреть обзор уже на канале, как и прожарка. Обзор одним кадром, скорее всего, будет, так же, как и на ROG 9 на Польза Live. Пишите комменты какие-нибудь, это очень сильно помогает сейчас YouTube, если хотите, чтобы подобный контент, вот когда там 3 обзора на один смартфон, еще кружочки, еще исходники, продолжался. Для меня это интересно, если для вас интересно, будем продолжать, впереди еще очень много смартфонов. Девайсу, повторяюсь, да, подписывайтесь на канал с колоколом, добра и удачи вам, дорогие друзья.